Всем привет! Потихоньку все присоединяются. Мы традиционно подождем пару минут, пока гости все подключаются. Если вдруг нас плохо видно, слышно, напишите обязательно в чат. И нас теж. Да, слышно нас или нет? Юля, Саша, наши спикеры сегодня. Привет. Мы с ними тоже сейчас поговорим немножко, потестим звук, поэтому пишите. Привет, привет. Можна поки що поспілкуватись про, не знаю, свята, погоду. Про Новый год, например, да. Классно, что у нас достаточно много людей зарегистрировалось. Я надеюсь, что большая половина таки дойдут до вебинара. Вот, декабрь достаточно всегда сложный месяц. Нужно все успеть. Кому-то лень, у кого-то азарт, кто-то уже елку нарядил. Юля, Саша, у вас как? Вы в работе или ближе к елке? Я вже 2 нарядила, в офісі одну і вдома одну. А я очень нудный и обычно не праздную праздники. Поэтому, но елку я иногда наряжаю. Да. Так, а навіщо ялинка, якщо не святкувати свято? Ну, вечером включить, там подсветочка красиво. Ні, тоді святкуєш, просто по-своєму. Да, Більше иногда я ложусь спать на Новый год. Ні, ну таке я теж робила колись, давно. Нет, Так що, да, до святу я принаймні готова. Круть. Ну, как минимум надо купить мандаринки, да, и нагнетать. Я с 1 декабря начинаю уже украшать квартиру, смотреть рождественские фильмы, включать музычку, и так нагоняется настроение. Да. Окей. У нас достаточно много, я надеюсь, еще больше присоединиться. Мы можем потихонечку начинать знакомиться. Я предлагаю начать знакомиться с нашей аудиторией, несмотря на то, что все регистрировались, но я сейчас хочу запустить опрос аж с одним вопросом. Вот. Ответьте, пожалуйста, кто вы, чем вы занимаетесь. Если вдруг вашей роли нет в вопросе, то, в принципе, welcome, пишите в чат, нам интересно. Вот. Пока вы отвечаете, Юля, Саша немножко расскажут про себя. Юля, почнемо з тебе. Всім привіт ще раз. Мене звати Юля Ришкова. Я продакт-менеджер продукту Kapler.io, що розробляється компанією Railsware. До цього я працювала над продуктом Creation в компанії TerraSoft і також викладаю курси по бізнес-процесам у Львівській бізнес-школі. А сьогодні разом з колегою Сашою ми будемо казати про MVP. Да, у меня, в общем, я очень долгое время работаю в компании Railsware, уже больше 11 лет. Свой путь я начал с бэкэнд-разработчика, после этого переквалифицировался, выучил фронтенд часть, занимался фуллстеком. Последние несколько лет занимаюсь на нашем продукте внутреннем Kapler.io, занимаюсь всем, занимаюсь продакт-менеджментом, маркетингом. Иногда все-таки я в душе инженер, поэтому люблю писать код, поэтому иногда этим тоже увлекаюсь в свободное время для отдыха. Ну, після такого інтро, я думаю, ми можемо трішки переформулювати наше питання. Якщо ви теж, як і Саша, трішки ускладнюєтесь відповісти на запитання, яка у вас роль, можете написати, ким ви відчуваєте себе саме сьогодні – розробником, продуктом чи скрам-майстром. Спасибо большое, на самом деле, за участие в вопросе, потому что практически 90% ответили на вопрос. Сейчас я, наверное, смогу со всеми пошерить результаты. Саша, большинство тоже чувствует себя инженерами и есть инженерами. Хорошо, это просто, ну, как бы никуда не денется, да?
как бы... Це несподівано. У мене була заготована ціла фраза про те, що ну логічно, більшість людей продакт-менеджери прийшли. Але дуже, до речі, приємно, що у нас багато різних інших ролей, і більшість слухачів інженери дуже valuable, тому що ми дуже цінуємо, коли інженери роблять свій вклад в продукт, називаємо це product mindset. Да, у нас недавно был вебинар на эту тему, мы рассказывали, как раз обсуждали, насколько это обычно valuable продукту инженеры, которые смотрят не только со стороны кода, а смотрят со стороны продукта и бизнес-value. Но это другая тема, чуть-чуть. Окей, тогда, я думаю, большинство присоединилось, кто-то еще к нам добегает. В принципе, мы готовы отправляться дальше. Единственное, скажу перед началом, что если вдруг будут возникать вопросы или у вас есть какие-то комментарии, обязательно пишите в чат в любое время. Это не отменяет нашу Q&A-сессию, которая будет после презентации, но если есть какие-то комментарии, мы будем поглядывать и, возможно, сразу покрывать вопросы или отвечать вам на комментарии. Вот. И второе, надеюсь, что никто не против, мы записываем этот вебинар. Если кому-то нужна будет презентация, кто-то захочет ее сохранить, обязательно тоже с вами поделимся. И я тогда передаю микрофон, Юля, тебе, чтобы ты познакомила всех с аджендой. И, собственно, мы начинаем наш вебинар. Да, ну я думаю, що насправді зазвичай, якщо показати слайд трішки заздалегідь, то всі вже встигають прочитати. Ну, давайте все-таки прокоментую, про що ми сьогодні будемо більш детально говорити. Ми почнемо все-таки, хоча ми назвали вебінар MVP про те, що зазвичай скрито за лаштунками, а ми все одно почнемо з того, що ж таке MVP, для того, щоб просто бути aligned в цьому понятті. Розповімо, що це в теорії, і на наших прикладах, наших продуктів розкажемо, що це на практиці. Потім перейдемо якраз до того, що зазвичай залишається за лаштунками, розповімо про те, як правильно білдити MVP, яка має бути команда, які апроучі ми рекомендуємо використовувати, які тули роблять цей процес простішим. Після цього перейдемо до тієї частини, що ж робити, коли MVP вже запущено, які метрики важливо вимірювати. Ну і все це закінчимо розповіддю про кейс Calendly, для того, щоб ви зрозуміли, що це не просто так, ми ділимося там якимось своїм досвідом, а це все реально працює на практиці, допомагає білдити продукти юнікорн левела. Ну і підсумуємо, звичайно, підсумки вебінару, підведемо в кінці і відповімо на ваші запитання. Да, ответим на ваши вопросы, так что не стесняйтесь по ходу задавать. Вообще, собственно, если так задать общий вопрос, что же такое MVP, многие люди его воспринимают по-своему, и здесь есть как бы и доля правды, и доля ошибок в том, что люди могут неправильно понимать то, на какой стадии сейчас находится их продукт и в каком им состоянии его стоит выпускать на рынок. Поэтому обычно, если посмотреть high level, то Product Development делится на 3 таких стейджа. Это Proof of Concept, это когда мы проверяем идею на то, насколько она рабочая, насколько вообще можно сделать то, что мы хотим сделать. MVP, собственно, наш Minimal Valuable Product и Full-Fledged Product. Очень часто народ как бы может сделать что-то очень сырое, то есть proof of concept, и попытаться его использовать на рынке. Или пытаться сделать полноценный продукт и как бы с этим продуктом очень долго тратить на него время, не выходить на рынок, не получать фидбэк от пользователей. Поэтому давайте рассмотрим дальше, как мы себе представляем правильный MVP. Ну, на цій схемі, мені здається, трішки краще ілюструється оця ідея. Якщо ліворуч ми бачимо з вами те, що є proof of concept, тобто фактично це якась фіча, сферичний кінь у вакуумі, яку можна запустити на локальному середовищі девелопменту, чи це може бути навіть якийсь клікабл прототип у фігмі, і показати просто, чи це окей, чи це не окей. То MVP – це все ж таки продукт, а це означає, що він має мати не тільки функціонал, а й всі риси продукту.
Отже, бути надійним, це означає, що він має бути без багів, в основному стабільний. Ми маємо подумати про те, як ми будемо потім деліверити нові фічі нашим клієнтам, тому що якраз ціль MVP – це включити мінімальний функціонал, і далі ми слухаємо, що нам кажуть користувачі, і розвиваємо продукт вже на основі фідбеку, а не на основі власних гіпотез, що туди треба включити. По-третє, він має бути юзабельним. Що це означає? Це означає, що він має вирішувати якийсь біль користувачів, має бути потреба в його використанні. Не просто він має бути там красивим, а ми маємо реально бачити, що ми закриємо цим продуктом навіть цією мінімальною функціональністю якусь певний біль певної категорії користувачів. Ну і він має мати свій нормальний дизайн, виглядати як продукт, а не студентська лабораторна робота. Бо інколи можна побачити на ринку і такі речі. Да, у нас была такая ситуация, наверное, лет 8 назад, когда обратился к нам клиент со сферы образования, и ему уже сделали приложение, которое архитектурно было выстроено неправильно, и для того, чтобы запускать каждого нового клиента, нужно было сетапить новый сервер, и на этом сервере можно было запускать клиента. Ну, то есть у него не было никакой регистрации, не было возможности добавлять новые школы. Для нас, как для компании, которая занималась разработкой веб-приложений, это был нонсенс. Ну, то есть как можно построить таким образом веб-приложение. Но такие случаи случаются, да, и потом приходится тратить много сил, энергии, и в итоге нам пришлось как бы переписывать все приложение с нуля и разрабатывать все сначала. Это был очень большой как бы бюджет для клиента для того, чтобы исправить изначально неправильное направление. Поэтому как бы давайте рассмотрим, что же включается что же нужно, какие наборы фич нужны для того, чтобы сделать и запустить свой первый небольшой, как бы, но платный веб-продукт, потому что все пытаются делать продукты для того, чтобы зарабатывать деньги, поэтому мы рассматриваем такую ситуацию. И для того, чтобы это сделать, нужно сделать регистрацию пользователей, какой-то менеджмент пользователей, добавление их. Нужно сделать обязательно новую фичу. Основную фичу, которая будет выполнять ту основную цель, которую реализовывает продукт, и нужно будет маркетинг-сайт, нужно будет, возможно, блог, материалы, связанные с этим, ну, то есть любой веб-сайт, который показывает и рассказывает пользователям на начальном этапе, о чем же ваш продукт. Да? Ну, і де буде розміщена, власне, кнопка Sign Up. Окрім цього, у продукту має бути своя ідентика, тобто має бути свій дизайн, свій логотип, ми маємо його десь хостити, про це теж треба подумати. Має бути якийсь хоча б мінімальний саппорт або knowledge база для селф-сервісу. Ну і ми ж кажемо про платні продукти, правильно? Тому треба подумати вже одразу про білінг. Звичайно, є речі, які дозволяють суттєво зменшити наші витрати на кожен із цих блоків, але всі з них мають бути якось покриті. Ну і продовжуючи тему грошей, у MVP є бюджет. Точніше, бюджет є не у MVP, а насправді бюджет є у продукта, який виділений до того моменту, коли ми маємо прийняти рішення. Або продукт визнати успішним і далі інвестувати в нього гроші, або треба визнати, що він не успішний, визнати збитки і згорнути ярмарку. І цей бюджет необхідно відслідковувати з самих перших етапів, не забуваючи про те, що ми не можемо витратити весь бюджет на MVP. Чомусь часто забувають, що є витрати після запуску. Навіть після запуску якихось клієнтських проєктів, що не є продуктами, завжди є певна частина бюджету, який будь-який проджект-менеджер планує на допрацювання системи вже в промисловій експлуатації. А в продукті все те саме. От, Саша, з твого досвіду, який відсоток бюджету варто планувати на після MVP-реалізацію до все-таки першого такого суттєвого комерційного успіху, поки продукт почне якось себе? Да, все люди, я дополню, что да, обычно забывают о каком-то дополнительном бюджете. Наверное, хорошая аналогия будет, когда люди покупают себе квартиру в какой-то новостройке и забывают о том, что в ней нужно делать ремонт. Тут, собственно, примерно так же. Для того, чтобы построить новостройку, нужен какой-то бюджет, и в дальнейшем для того, чтобы уже привести в порядок. Поэтому по нашим
по нашему опыту от 30 до 50% в некоторых случаях нужно закладывать на то, что после разработки того запланированного функционала, того ограниченного, который вы решили, что минимально достаточен, придется тратить на доработки, на какие-то нюансы. Хорошо, когда появляются пользователи, у них будет какой-то фидбэк, ну, то есть, возможно, какие-то вещи были недопоняты и придется переделать. Во время разработки будут какие-то моменты, которые будут уточняться. Ну, то есть все мы работаем по agile процессам, в которых после каждой итерации стоит пересматривать свое видение и корректировать его. Эти корректировки будут происходить, и они тоже часто влияют на бюджет. И, конечно же, после релиза будут баги, ну, то есть без них не обойтись, всего не отследить, и это тоже будет растягивать разработку и как бы такой стабілізацію продукту, да? Ну і відповідно, якщо ми вважаємо, що третина або половина бюджету у нас іде на пост-ролаут, то взагалі initial план ми маємо закладати десь третину до максимум 50% всього бюджету, тому що по мірі самої розробки навіть MVP план буде змінюватись. Як ми знаємо, плани завжди чомусь змінюються в більшу сторону. Тому варто вибрати найнеобхідніше, в яку якраз ми інвестуємо той бюджет, який у нас є на MVP. І його треба інвестувати в найнеобхідніше, а інше приберегти на після запуску. Да, наверное, единственный способ уменьшить бюджет – это решить все-таки не делать продукт. Мы хотели бы рассказать на одном небольшом нашем собственном примере, каким же образом можно подойти к разработке MVP продукта и сэкономить, и сделать его с минимальными усилиями, небольшой командой и с небольшими эффортами. Да? Мы рассмотрим наше приложение, которое называется Smart Checklist. Smart Checklist – это to-do application или чек-лист. Все же используют, да, чек-листы там повседневно или, может быть, не повседневно в своей работе, например, для планирования поездок или там список покупок в магазине. И кроме основного функционала, для того, чтобы выпустить первую версию, всегда нужна какая-то вспомогательная функциональность, да, которую мы уже показывали на прошлом сайте. И здесь мы, еще раз повторюсь, покажем пример, как в команде с одного part-time программиста и part-time продакт менеджера можно выпустить первую версию продукта. Вот следующий слайд, он, собственно, демонстрирует примерно то же, что мы рассматривали буквально недавно. И ключевым аспектом, который помог нам уменьшить количество скопа и сфокусироваться, это было взять продукт, сделать его нишевым и сделать его в Atlassian Marketplace. В Atlassian, в Jira нету возможности менеджить чек-листы. Это была такая боль, когда нужно какие-то менеджить процессы и все-таки пользоваться дальше Jira. И каким же образом вообще нам получилось сократить функциональность? Мы переложили полностью user management и биллинг на Atlassian. Ну, то есть это огромные флоу, которые не приносят основного бенефита, и их не нужно было делать. У них все это отлажено, все работает, может, ну, как бы, не всегда идеально, но люди знают, как пользоваться, да, этой частью тех, кто пользуется Jira. И это был хороший старт для того, чтобы получить первые регистрации с первого же дня, потому что Marketplace живой, там народ ищет всегда приложения, пользуется ими, устанавливает аддоны, а для того, чтобы начать что-то с нуля, нужно приложить очень большое количество эффортов, контент, рекламу, не знаю, лендинг-страницы, маркетинг, веб-сайт, для того, чтобы получить каких-то первых пользователей на старте. Ну і це не єдиний насправді приклад. Може здатися, що це так повезло. Ні, наш поточний продукт Kapler.io, який наразі є самостійним, ним користуються як юзери Гуглові, так і Microsoft користувачі. Ми його теж запускали на G Suite Marketplace, тобто вирішили сфокусуватися на одній цільовій аудиторії, це Google Sheets користувачі, запустили його як аддон, отримали, там не все так райдужно, як в Jira, не всі були покриті із цих плашечок самим маркетплейсом, але принаймні ми змогли отримати перших ролі-адаптерів органічно з маркетплейсу, взагалі не вкладаючись в маркетингу. І, власне, це дає дуже великий бенефіт, тому що ми знаємо, що маркетинг теж з'їдає досить багато бюджету, я щось знову про гроші.
Давайте тепер глянемо детально на блок, що ж main feature. Якщо ви думаєте, що нам, принаймні, коли ми кажемо про to-do list, у нас не боліла голова, що ж включити в MVP, я вас, мабуть, здивую. Окрім там звичайного to-do-ліста, що можна ще? От на візійній першій сесії у нас сформувався беклог з доступних великих блоків. Це, власне, UI-на частина для того, щоб можна було додавати, видаляти і едітити айтеми в чек-лісті. Це можливість не просто ставити галочки «Виконано ні», а можливість вести статуси, «To do in progress», можливість дати користувачам можливість вести кастомні статуси, крім там 3, які ми можемо задефайнити, можливість асайнити певні айтеми на різних людей, а можна було зробити просто чек-ліст з маркдауном для того, щоб зносити і редагувати дані, тобто взагалі без UI-ки. Можна зробити прогрес-бар, дедлайни, темплейти, кастомні пермішені, багато чого. Але, як ви вже, мабуть, здогадалися, ми вирішили сфокусуватися на одній першій фічі, тому що вона не потребувала дизайну, і при цьому можна було вже повноцінно користуватись чек-лістом. Тобто ми вирішували основний біль, при цьому мінімізувавши, і вирішили тільки для нього, і сфокусувалися на одній і цільовій аудиторії – це користувачі Jira. Да, первая версия продукта была, в ней был Markdown Editor, в котором можно было создавать чек-листы, которым можно было пользоваться. Он давал очень большую кастомизацию и помогал и сократил все вот то, что мы только что говорили. Потому что фантазия у нас была огромная, я так понимаю, у нас там мы переходим до следующего слайда. Вот после того, как мы проговорили о том, что же такое MVP, нужно все-таки сфокусироваться и посмотреть о том, как же построить нам MVP. И здесь этого невозможно сделать без правильной команды и правильных подходов, которые эта команда использует. Давайте начнем с команды, и мы здесь расскажем свой собственный опыт того, как обычно формируется команда в нашей компании. Мы очень много уделяем тому, чтобы народ был T-shaped, и этот народ был full stack, ну то есть это касается не только разработчиков, потому что часто говорят о full-stack разработчиках, часто говорят там о T-shape народе в целом. Это касается как маркетологов, так и любых других специалистов, которые могут на начальных этапах брать на себя больше обязанностей и функций, чем их основной какой-то core skill. И это помогает на начальных этапах очень сильно сократить команду, потому что с минимальным количеством людей можно выполнять большее количество функций и активностей. Также в Railsware мы уделяем очень большое внимание инженерам и воспитываем продакт-видение внутри компании. И инженеры могут брать на себя активности и выполнять функции, которые связаны вокруг инжиниринга в целом. Например, мы очень часто стартуем продукты в компании, когда мы стартуем продукты в нашем консалтенсе, работая с клиентами, мы можем начинать их без привлечения в большем количестве случаев продакт-менеджеров. Разработчики могут коммуницировать с клиентом напрямую, помогают организовать процессы, помогают организовать скрам-подходы, митинги, работу над скопом, сбором реквайрментом і так далі. Звучить фантастично, але це правда. Наприклад, я долучилась до команди Kapler.io ще після першого комерційного успіху, була шокована зрілістю команди. Ну, із таких прикладів, коли ми змінювали прайсинг-модель, девелопери сказали, що один із наших основних інтеграторів, з якими ми інтегруємося, у них теж змінилась прайсинг-модель, і це може вплинути на нашу, тому що фрі-плани мають якось корелювати між собою. Ну, тобто такі штуки ти зазвичай не очікуєш почути від інженерів. Я вже встигла зі своїми знайомими, яких власні стартапи, провести кілька сесій на тему чудо Railsware, або як Scrum працює без Scrum-майстрів. Ну, але навіть зі суперкомандою неможливо зробити правильний продукт, якщо не сфокусуватись на розробці правильних фіч.
Питання, як їх обрати, мабуть, живе стільки ж, скільки сама розробка продуктів. Ми для себе його вирішили за допомогою фреймворку Bridges. Да, здесь, извиняюсь, правильно, да? Правильный слайд. За самим подходом стоит очень большое количество работы, очень большое количество часов потраченных, практики, проб, ошибок. Мы больше 15 лет крафтили его, собирали, проверяли на клиентах и на своих собственных продуктах. Мы ездили в такие большие компании, как Pivotal Labs, SoftBot, проводили интервью и собирали информацию, как же они подходят к разработке продуктов. И, собственно, одним из у Pivotal Labs был подход, который они называли Inception. Мы его взяли в его основу и очень сильно модифицировали и улучшили для того, чтобы сделать его более консистентным и адаптировать к нашему видению и к тому, как мы погружаемся в разработку продукта. Юля участвовала на самом деле в первый же свой день, рабочий день в Bridges-сессии на нашем продукте Coupler.io. Мы использовали ее, саму сессию для того, чтобы рассказать и передать быстро контекст продукта и обсудить то, какие же у нас планы будут. Юля, может, расскажешь свои впечатления? Ну, насправді, перший раз я познайомилася з цим апроучем ще під час проходження співбесіди. Це така невеличка підстава від інтерв'юерів з Railsware. Вони спочатку продакт-менеджерам дають можливість, давайте якийсь свій апроуч запропонуйте, але я вже потім, коли сама стала долучатись до хайрінгу, зрозуміла, що фактично альтернатив на ринку немає. Навіть дуже круті продакт-менеджери, що приходять, у них максимум вони можуть просто структуровано за якоюсь там логікою еліситити якісь реквайрменти, але для того, щоб структурувати все це в комплексний солюшн, я до цього нічого не зустрічала. І потім вже зі мною розширили сам підхід Bridges і далі рекрутинг-процес, і потім вже в роботі ми використовуємо саме його. Давайте я на верхньому рівні розкажу, про що це. Фактично, approach дозволяє на верхньому рівні описати проблему. Це може бути продукт, це може бути якийсь проєкт, процес, структурувати всі знання довкола учасників цієї проблеми у вигляді бенефітів, ризиків, ішузів, доменного знання і цілей. Відповідно, звідси абревіатура Bridges. І після цього трансформувати одразу цей problem space в solution і одразу отримати пріоритизований roadmap. Тобто в рамках звичайно, ця сесія триває на 15 хвилин, але дозволяє подивитися на проблему, продукт, проект з усіх сторін, які можливо, побачити всі задіяні сторони і все, що їх турбує, і сфокусуватися на основному. Тобто одразу видно, який біль можна виділити основним. Да, сейчас я немножко тебя перебью. В общем, все обычно планируют продукты и начинают мечтать о фичах, юзер-флоуах, о том, как же они сделают какие-то классные графики или еще что-то, и думают уже о решении. Основной смысл в том, что в подходе используются, в основе лежат проблемы пользователей. И вся сессия начинается с того, чтобы собрать доменную область и проблемы пользователей, а потом уже пытаться їх рішити. Причому до цього, після того, як ми збираємо проблему і всі знання про неї, ми переходимо до пріоритизації саме цих болей, ішузів, ризиків, які ми там побачили. Ми використовуємо Moscow. Цей метод придуманий Дай Клегом, спеціалістом з британського відділення корпорації Oracle. В 94-му році він не такий старий, щоб вже бути outdated, і при цьому показує себе протягом вже багатьох років в позитивному ключі. Я його дуже люблю через останню літеру W. Це пріоритет won't, що означає, що ми цим займатися зараз навіть не будемо, навіть не розглядаємо, повернемось далі, якщо почуємо це від користувачів. Дуже рекомендую використовувати цей пріоритет і ввести його в ваше повсякденне життя.
І вже після цієї пріоритизації, коли ми отримали те, чим ми будемо займатися, ми переходимо до solution variation, генеруємо, як ми можемо вирішити ті проблеми, на яких ми вирішили сфокусуватися, і далі розбиваємо їх на конкретний родмап. Да, это интересно, что Юля любит приоритет Вонт, но по своей практике могу сказать, что всегда идет борьба между маслами и шудами, потому что на первых этапах, пока не разложены все карточки на доску, тот человек, который приходит с идеей, ему кажется, что все, что он задумал, это маст, и нужно его делать. Но мы двигаемся сверху вниз, даже масты, они приоритизированы, то есть какие-то масты более важные. Ну і цей підхід, він дозволяє згодити думки, систематизувати думки усієї команди, стейкхолдерів, інженерів, продакт-менеджера. Він дуже круто працює для віддалених ремоут-сесій. Не обов'язково бути офлайн для того, щоб проводити такі сесії. Плюс у нас є тули, які дозволяють, і темплейти, які дозволяють його використовувати майже одразу. Да, как только в команде появляется несколько человек, нужно наладить взаимодействие внутри команды. Да? Для этого мы используем набор инструментов, которые помогают нам облегчить это взаимодействие. Нужно наладить коммуникации, для коммуникации мы используем Slack. Нужно наладить task-менеджмент в том или ином виде. В большинстве случаев мы используем Jira, в некоторых проектах можем использовать Trello, иногда Asana. Хорошо использовать любые автомейшены, которые приходят, которые есть вокруг, потому что билдить какие-то флоу всегда сначала самому – это очень дорого. Мы очень интенсивно используем Zapier для того, чтобы автоматизировать любые вещи и используем его как no-code solution для автоматизации процесса, взаимодействия и так дальше. Плюс используем Google Cloud и используем наш продукт Coupler.io, который помогает нам достать данные и смотреть на данные с первого же дня работы. Мы там немножко уделим внимание им в будущем. Важно использовать Rapid Development Tech Stack, который дает тебе возможность очень быстро развернуть и сделать свой прототип. Например, Rails хороший, фреймворк хороший тем, что админку можно получить в течение 15 минут конфигурации. Мы используем Heroku, которая не требует deployment и человека, который будет заниматься DevOps, и разворачивание приложения происходит тоже в пределах одной команды, и GitHub для коллаборейшенов над кодом. И последним пунктом мы выделили Figma. Это продукт достаточно новый, но он очень сильно повлиял и импрувнул то взаимодействие, которое у нас было с дизайнерами. Все же знают, как работать с дизайнерами, да? Когда ты отсылаешь требования, тебе присылают картинку, ты присылают как-то там чат, месседж, еще куда-то. После этого идут комментарии, половина комментариев теряется, половина остается, и таким образом превращается это все в какой-то как бы такой біль, hell, трудно подобрати слова, да? Вони його побачили і вирішили його закрити. Да. Це дуже product mindset. Да, Figma хорошо систематизирует работу, помогает большому количеству дизайнеров работать одновременно над продуктом, комментировать, все держит в одном месте, да? Мы еще используем Figma для кликовых прототипов, то есть можно сделать интерфейс, построить прототип и протестировать его уже на пользователях или провести какие-то сессии с существующими пользователями или привлечь внешних. Ну і з нашого досвіду у нас бувають кейси, коли до нас приходять з MVP, отримують Proof of Concept у вигляді клікабельного прототипу взагалі без девелопменту і йдуть далі шукати market fit, тому що розуміють, що не варто витрачати ті інвестиції, що є, на ту ідею, яка є зараз, бо вона не реалізується. Да, и мы пошли дальше, мы создали в Figma темплейт для Bridges, Discovery сессии и проводим даже Bridges Discovery сессии внутри Figma. Ну, ми поговорили про те, з чого складається власне MVP, про те, як його робити, і варто окремо говорити, що ж робити після того, як ми його запустили, тобто як нам треба аналізувати результат.
Мабуть, ми не казали, але у нас компанія є фанатами даних. Якщо ви думаєте, що ви зараз приймаєте рішення на основі достатньої кількості даних, то ви, мабуть, не бачили наших дашбордів. Ми на слайд вивели зараз стандартні метрики, які міряють всі або майже всі, але хочемо сказати, що цього замало. Ну, в принципі, добре, якщо ви міряєте хоча б їх, це вже непогано, але чому їх замало? Тому що на ранніх стадіях розвитку продукту наші клієнти, це early adopters, вони можуть бути занадто зацікавленими в продукції і не давати чесний фідбек. Він трішки заангажований. А всі інші стандартні SaaS-метрики, MRR, RPU, LTV, churn, вони теж не показові, тому що вони дуже скачуть на малих даних. І коли у вас небагато клієнтів, плюс-мінус один клієнт, він впливає на MRR цілими відсотками. Відповідно, треба шукати щось своє. Оскільки нам важливо, як продукт росте, тобто його динаміка, ми у себе всередині використовуємо ARR Framework. Що це за фреймворк? Вся аналітика, вона білдиться навколо стадій, які проходить наш клієнт. Acquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue. Acquisition – це, власне, стадія, на якій ми отримуємо нового клієнта. Activation – це коли він стає фізично нашим користувачем, починає користуватись продуктом. Retention – це коли він стає стабільним користувачем. Referral – коли він починає комусь рекомендувати нас. Ну і Revenue – коли ми отримуємо з нього гроші, коли він конвертується в платного користувача. І якщо з рефералом інколи важко поміряти, можливо, майже завжди, якщо немає реферальної програми, важко виміряти, насправді із іншими воронками теж є, стадіями воронки теж є запитання. Наприклад, хто такий активований користувач і хто такий наш активний, тобто retention користувач? Да, такую метрику легко померить на продуктах, которыми пользуются повседневно, не знаю, там на социальных сетях, когда люди заходят, к сожалению, туда каждый день и тратят свое время, но или там, не знаю, продуктами, которые ты пользуешься ежемесячно, допустим, там сдаешь налоговые декларации, какую-то отчетность, да, которая происходит раз в какой-то период. Если ты приходишь ее сдавать, даже если это раз в 3 месяца, то ты пользуешься этим продуктом. Но, например, в большинстве случаев, и мы столкнулись с этой же проблемой на нашем продукте Coupler.io, который занимается импортом данных, и он... его суть в том, что после того, как человек пришел и засетапил импорт и настроил свой дашборд, этот дашборд оживает, тебе больше не нужно заходить в продукт, ты пользуешься своим дашбордом, который всегда со свежими данными. Если что-то происходит, какие-то сбои, ошибки или еще что-то, то это даже плохо, что тебе нужно обращаться в продукты. И єдина відмінність, якщо починає сетапити з більшої інтеграції, в принципі, це буде стосуватися будь-якого продукту, який може працювати у фоні, коли користувач заходить, щось сетапить, і далі все працює вже без його участі. Да, поэтому здесь нужно очень честно подойти к тому, кто же является активным пользователем или активированным пользователем, и не делать каких-то очень пессимистических прогнозов, да, там для себя, потому что можно просто расстроиться и перестать верить в этот продукт, да. А можно иногда делать очень оптимистичные выводы, которые будут в конце на стадии измерения revenue показывать абсолютно другой результат. Відповідно, якщо ви вже прийняли для себе якийсь підхід до того, як міряти цю метрику, варто відслідковувати, чи вона реально показує, чи вона не розриває. Якщо, наприклад, сильно видно, що дуже багато користувачів є активними, але при цьому дуже мало ревеню отримується, можливо, ви неправильно підійшли до того, кого ви вважаєте активним користувачем. Ми рекомендуємо саме тому не обмежуватись взагалі стандартними метриками ринку, а підбирати ті, які підходять конкретно для вашого продукту. На цьому слайді ви бачите приклад насправді навіть не одного дашборду, а одного шматочку нашого дашборду для згаданого продукту по імпорту даних Coupler.io. І він показує дані лише однієї стадії цієї воронки, це, власне, активації користувачів. Тобто від моменту, коли людина засетапилась, до моменту, коли вона вже засетапила свою інтеграцію, тобто активувалась.
ми можемо побачити на ній, наскільки успішно проходить по цій стадії воронки наші користувачі. Якщо ми бачимо тут проблему, то тоді ми вже можемо піти далі, заглибитись в інші дашборди і в проблеми конкретної інтеграції, на якому кроці ми втрачаємо користувачів, чи змінюється ситуація з часом. У нас є дашборди, які показують, як впливають останні релізи, які прив'язані до цієї фічі, чи вплинули вони на конверсію, і як саме вони на неї вплинули. Ну, взагалі, про аналіз даних ми можемо говорити ще навіть не один вебінар. До речі, напишіть нам в коментарях, якщо вам буде цікаво послухати на тему метрики аналізу даних по продукту, окремий вебінар, ми його обов'язково заплануємо і зробимо. Але ми обіцяли вам розповісти, як все те, що ми згадали сьогодні, працює на практиці для створення єдинорога. Тож на цьому тему метрик ми все-таки закінчимо і перейдемо до кейсу Calendly. А я поки що почитаю, які у нас тут є питання. Окей. Тогда я расскажу немножко о Calendly. Это один из наших клиентов. Этот продукт, который покрывает флоу и помогает пользователям скедулить их ивенты. Ну, то есть, допустим, визиты к врачу, демо-звонки, там, сейлс-звонки и так дальше. На текущем, как Юля уже сказала, этот продукт очень успешный. Он был оценен в 3 миллиарда недавно и интенсивно растет очень большими темпами. Но суть не в том, суть в том, что мы хотели бы показать, каким образом, как же начинался этот продукт. И клиент топ пришел с очень большим виженом того, что он хочет видеть в MVP, с большим списком идей. Он до этого работал с сейлзом, он понимал, какая боль договариваться о каких-то ивентах и находить правильный матчинг времени, и для себя сформировал огромный список функциональностей, которые он хотел увидеть. В Railsware мы провели Product Discovery сессию, Bridges сессию и помогли найти ту основную часть, на чем стоит сфокусироваться на начальной стадии продукта. Мы выделили единственную интеграцию, которая была в самом начале, это интеграция с Google календарем. Это был достаточно в то время, и сейчас, наверное, растущий этот сегмент, растущий рынок, он был только часть основного большого рынка, связанного с календарями, да? И таким образом клиент не потратил большое количество средств, большое количество денег на свою первую версию продукта. И вот сейчас у нас есть список всех тех пожеланий, которые были на первой сессии, и большая часть из них все еще не реализована, а продукт уже успешен и как бы развивается. 3 миллиарда, да? Да, 3 миллиарда оценка текущая продукта по последньому evaluation. Ну, можна згадати, що, в принципі, якби цього не було зроблено, то мені здається, що бюджету би не вистачило на все те, що було в списку. А зараз він може оплачувати сам себе в багатократному розмірі, і все ще не всі фічі зроблені, тому що реальні користувачі насправді дуже сильно змінюють це бачення, і ти починаєш робити фічі, які просять, а на які тобі здається, що вони потрібні. І к тому же мерить их и понимать, что работает и что не работает, как мы видим на предыдущей вот как раз теме о работе с данными, у тебя появляется какая-то новая информация, которая правильнее фокусирует в дальнейшем. Отже, давайте підведемо підсумки, перш ніж ми перейдемо до запитань. MVP – це перша версія вашого продукту. Її треба зробити правильною і зробити правильною командою з правильними апроучами і тулами. Для цього ми рекомендуємо використовувати зазначені підходи тули і правильно будувати свою команду. Да, на сегодня все. Это весь контент, который мы хотели бы рассказать. Давайте тогда перейдем к вопросам, которые у нас есть.
Юля, ты посмотришь, да? Угу. Звідки виросли поняття Proof of Concept і MVP, RUP, Agile, Project Management. MVP з Lean Startup Approach, це точно, а Proof of Concept, якщо чесно, я навіть не знала, але встигла колега підказати, погуглити. Термін придумали в авіації в Штатах дуже давно, 1969 рік. Мені здається, Сейчас що я тоді... перебью, но стрёмно задуматься, как в авиации проверяли. Proof of Concept. Да, вони- надеюсь, не с реальными людьми. Вони назвали Proof of Concept процес перевірки гіпотез, а вже потім в 84-му році ним стали називати не сам процес перевірки гіпотези, а власне результат цього процесу, тобто деякий прототип. І відношення цей термін до IT ніякого не мав, поки IT не сподобався цей термін і його не почали використовувати повсякчас. От, MVP, він вперше був згаданий саме в Lean Startup Approach і звідти розвивався як конкретно вже частина стартап-тематики. Да, мы не рассматривали тут большое количество теорий, хотели привести больше примеров и показать на конкретном примере, как можно сократить количество работы и сфокусироваться на главном. Там, если рассматривать MVP, там есть minimal lovable product, там есть куча градаций, разделений и так дальше, теории. Поэтому я думаю, что о ней можно почитать. Так, в тулах ви не показали тули для аналізу метрик. Чим користуєтесь? Ой, багато чим. Каплером, звичайно, не просто так ми про нього сьогодні кажемо. Збираємо ним дані в спредшити і там будуємо дашборди на основі спредшитів, будуємо Data Studio дашборди. Що ми ще використовуємо? BigQuery, звичайно. Да, мы максимально пользуемся Google инфраструктурой, насколько это можно. Плюс есть еще такой как бы совет от инженера, да? Можно минимальным количеством усилий получить все метрики, все события с приложения, даже не думая о них. Мы для этого собираем все наши application логи. Ну, то есть, когда пользователь делает какие-то взаимодействия на сайте, то идут запросы на сервер, эти запросы обычно логируются, и таким образом они как бы демонстрируют тот путь и те события, которые происходят в приложении, которые совершает пользователь. Поэтому мы с первого дня эту всю информацию собираем с наших application логов в Google BigQuery и анализируем ее, и после этого уже понимаем, каких нам промежуточных шагов не хватает для того, чтобы углубиться в какой-то конкретный сегмент данных или сегмент флоу, который нужно рассмотреть более детально. Ну, із стандартних ще, це про кастомні, зі стандартних користуємося, звичайно, Google аналітикою, мабуть, нею всі користуються, і ще ходжаром і аналогами для того, щоб дивитися, якщо вже є якась гіпотеза, ми бачимо, що тут є проблема, тут ми втрачаємо людей, то далі вже має сенс дивитися конкретні хітмапи і рекординги, щоб зрозуміти, чому ми їх втрачаємо, і це даними зазвичай важко робити, простіше реально подивитися, що люди роблять. Так, наступне запитання. Сколько человек у вас в команде? Сколько человек у нас в команде? Ну, в общем-то, у нас разные команды, и я могу рассказать, как бывает в начале, как бывает впоследствии. Обычно у нас, ну, то есть опыт продукта Coupler.io, мы начинали его с одного разработчика и маркетолога. Ну, то есть этот разработчик занимался не только написанием кода, он занимался и продуктом, архитектурной частью, структурированием и так дальше. Вместе с маркетологом принимал участие в первых customer development сессиях, мы проводили интервью, мы собирали пользователей, заинтересованных. Мы на самом деле сделали небольшой proof of concept до этого, который импортировал данные только с Airtable, и это был как бы для нас поток пользователей на первый момент для того, чтобы провести какие-то customer dev сессии. Но когда продукт разросся, то нужно уже больше усилий прикладывать к
тому, чтобы организовать процессы работы внутри команды. У нас на большем количестве людей мы разбиваем инженеров на скводы. Каждый сквод отвечает за какую-то часть функциональности в продукте. Скводы между собой взаимодействуют в гильдиях, ну, то есть гильдии формируются, допустим, там есть продакт-менеджмент гильдия, есть архитектурная гильдия, есть гильдия QA, которые взаимодействуют и формируют подходы, прочие какие-то планы по усовершенствованию и так дальше. Ну, то есть мы всегда пытаемся даже большие команды делать маленькими для того, чтобы они работали эффективнее и взаимодействовали между собой. Пропустила одне запитання. Как долго идет анализ результатов MVP, чтобы понять, что эксперимент оказался успешным? Какие критерии успеха используете? Якщо є фіксований бюджет, який виділений на власне MVP, то як довго це поки не закінчиться. І в принципі рекомендуємо, навіть якщо це внутрішній продукт, виділяти собі певний таймлайн, коли ми будемо приймати це рішення, і певний там зріст бюджету, коли треба підводити підсумки, тому що інколи дуже важко, надто багато вже інвестицій зроблено, і важко прийняти рішення, що треба вважати продукт неуспішним. Тому про це треба домовитись заздалегідь на самому початку. Да. Да, я хотел бы сказать, есть такая там шутка, в которой есть доля шутки, да, о том, что стартапу главное как можно дольше выжить. Ну, то есть для того, чтобы быть успешным. Поэтому но это не касается MVP, да, и анализа. Здесь нужно понимать еще, с какой целью разрабатывается продукт. Ну, то есть нормально разрабатывать первую версию продукта, отказавшись вообще, ну, как бы, если на это хватает бюджета, отказавшись от того, что пользователи будут платить. И тогда нужно смотреть на метрику активных пользователей, насколько она растет, насколько идет прирост этих активных пользователей, и в это же время это очень хороший подход, потому что он помогает уже собрать данные, на основе которых можно построить свою биллинг-модель в будущем. Потому что вот по своему опыту могу сказать, что с первого раза в биллинг-модель попасть тоже очень тяжело, если вы не делаете то же самое несколько раз, как бы подобные продукты. Поэтому такой подход помогает понять, есть ли интерес на рынке и могут ли бесплатной версией пользоваться и насколько она идет у нее прирост, и собрать данные для следующей биллинг-модели, для того, чтобы потом следующим этапом померить, насколько эти люди будут готовы платить. Потому что любые опросы обычно сводятся к тому, что люди говорят, что они готовы платить, но пока кто-то не достал деньги со своей кредитной карты, потому что уже с бумажника не достаешь, да, пока как бы трудно сказать, что мы получили достоверную информацию о том, что человек готов заплатить. Якщо підсумувати, то в принципі те, заради чого ми випускаємо MVP, має рости експоненційно. Це в найкращому випадку це просто ріст активної клієнтської бази. Ми маємо і нових користувачів експоненційно більше енгейджити, і вони мають залишатися в продукті. Тобто і кожна стадія воронки має рости експонентою. Ну і, власне, на виході це має бути MRR, якщо ми вже запустили якісь платні плани. Как вырастить разработчиков, которые можуть работать без продакт-проджект менеджерів? Дякуємо за ваше запитання. Насправді у нас був окремий із цього приводу вебінар щодо продакт-майндсету, як ми його розвиваємо в наших розробників. Ну і, мабуть, ще окремо треба згадати, що в Railsware дуже специфічний підхід до рекрутингу і хайрингу, і цьому приділяється дуже багато уваги для того, щоб підбирати правильних людей. Якщо вас цікавить це питання ще глибше, то теж пишіть в коментарі. Ми зробимо ще окремий, мабуть, вебінар про те, як ми будуємо свою команду. Але на хай-левелі от є навіть вже запис, стаття на цю тему. Стаття чи запис? Записи еще нету. Мы проводили вебинар Product Mindset для инженеров, тоже такой как бы продакт-инженер и какими качествами должен он обладать. Есть статья на Dow на эту тему. Над видео этого вебинара все еще работаем, немножко затянулось. Я тебе поширила линк на статью. Так, ну що, наче ми всі питання розібрали. Настя, є щось новеньке?
Ні, ну тоді всім дякуємо за увагу, дякуємо за вашу активність. Я думаю, що ми ще зустрінемось далі на наших майбутніх вебінарах для детального обговорення деяких з запитань, які ви задали. А на сьогодні всім дякуємо. Нам всем спасибо. Спасибо вам всем большое, что сегодня были с нами. Я бросила линк. Будем благодарны, если вы оставите фидбэк. Нам очень интересно, и вы обязательно нас вдохновите на следующий вебинар. Вот. Также вы получите еще письмо тоже с этим линком. Если не сейчас, то попозже. Пожалуйста, зайдите, ответьте на несколько вопросов, их там немного. Вот. А если вам прям очень понравилась лекция, вдруг так понравилось, что вы захотите присоединиться к нашей команде, то у нас достаточно много вакансий открыты. Я тоже поширила линку в чатик. Информация прозвучала на правах рекламы. Спасибо вам всем большое, с наступающими праздниками. Всем пока. Да, всем пока. Бувайте. Спасибо, пока.